Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете по средам нашей встречи с Костем Бондаренко. Константин Петрович на связи прямо сейчас. Приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо, что не просто следите, а еще и реагируете, комментируете, оставляете свои вопросы. В принципе, все как всегда. В сообществе YouTube наш анонс нашего прямого эфира. Я всем рекомендую подписываться на Костя Бондаренко. Сделать это можно в Telegram и на YouTube-канале, поэтому переходите, интересуйтесь и всегда будьте вовлечены. Да? Ну а чтобы вовлеченность была интереснее, вопросы в сообществе мы зададим обязательно. Также будут вопросы из клуба зрителей в Telegram-канале клуба зрителей Шелест. Туда тоже можете подписываться. И будем общаться с чатом трансляции. QR-код, который видите возле меня, это возможность ворваться, никого не ожидая, прям со своим текстом. В конце мы обязательно его озвучим, этот вопрос, или своим мнением, вот прям на экран. Если работает этот сервис, милости прошу. Отдельное большущее спасибо всем тем пользователям, у которых есть функция суперчат, суперстикеры, и они ими пользуются, поддерживая канал. Это замечательно. Большая вам благодарность и плюс 100-500 в карму, как говорится. Начнем наш сегодняшний эфир традиционно с опроса чата трансляции. Он звучит следующим образом. Итак, как вы думаете, где власть должна смениться быстрее, чтобы война закончилась? То есть проводим связь между властью, режимом, лидером, не знаю, политическим строем, властью и окончанием войны в Украине. И варианты ответов бесхитростные. Украина, Франция или Германия, Россия, смены ничего не закончат. Поле боя все закончит. Ну, там коряво написан в чате трансляции вариант, потому что мало знаков. Ну, я думаю, все поняли, что смена власти, ну, просто продолжит войну с новой силой или в новой форме, или как-то вот по-другому. Вот такие варианты. Константин Петрович, давайте вот с этого такого вопроса начнем, а потом в конце подведем итог. Я бы сказал, что в первую очередь в отставку вообще должна уйти партия войны. Партия войны, она в концентрированном виде сегодня представлена в Украине и в Европейском Союзе. То есть это государства Франция, Великобритания, Германия, Украина, то есть те государства, которые сегодня делают ставку на продолжение войны. И поэтому я думаю, что пока в этих государствах будут при власти Зеленский, Стармер, Макрон, Мерц, война будет в той или иной степени продолжаться, провоцироваться и инициироваться. Да, партия войны, то есть тут, я так понимаю, и Украина, и Франция, и Германия, мы так понимаем. Ну, Соединенные Штаты я не ставил, да, потому что, ну, какие Соединенные Штаты? Только пришел вроде бы, да, уже что собираться Я уходить? неоднократно об этом писал, говорил и продолжаю настаивать, что именно Западная партия войны была заинтересована в том, чтобы Украина выступала на протяжении длительного времени в роли триггера, который был нацелен именно на то, чтобы втянуть в войну Россию. Необходима была война для того, чтобы Россия фактически попала в капкан определенный. Создать необходима была ситуация, при которой бы Россия не могла бы не начать войну. Россия действительно начала войну, и формально Путин является как раз человеком, который совершил первый шаг, как бы в этом, совершил первый выстрел. Но сейчас ситуация такова, что именно Соединенные Штаты и Россия говорят чаще всего и больше всего о необходимости выхода из войны, правда, на условиях России. Эти условия не нравятся Украине, и уж очень не нравится то, что закончится война тем, кто были инициаторами этой войны. В первую очередь я уже их назвал. Это лидеры западноевропейских государств. Прямо перед нашим эфиром посыпались разные заявления. Вышел Трамп, говорит о том, что думает, что опять-таки, да, через 2 недели он решит, что будет делать дальше, потому что очередная как бы такая черта, когда он близок к заключению сделки, не хочет все испортить, сделав это. Позвольте сказать, я гораздо жестче тех людей, о которых вы говорите, но нужно понимать, когда это использовать, если
считаю, ну это он санкции комментирует и давление на Россию, что это может навредить сделке, это не моя война, это война Байдена, ну и дальше вот эта вот там заученная история, которую мы неоднократно повторяли. Я здесь только ради одного, посмотреть, смогу ли я ее закончить, чтобы спасти 5000 жизней в неделю и сэкономить много денег. Хотя деньги здесь гораздо меньше по важности, то есть гораздо менее важны. Ну и говорит, что он готов встречаться с Путиным и Зеленским в формате на троих. Опять, говорит, разочарован тем, что Путин бьет ракетами. Сегодня, кстати, российская сторона давала комментарии по этому поводу. Говорит, сито у Трампа, ну, информация через сито проходит. И вот прямо перед нашим эфиром стало известно, как бы предложенная российской стороной дата второго раунда Стамбула-2. Это понедельник. Причем все снова оповито какими-то интригами. Зеленский умерца, отдельно поговорим, чего нам ждать. Говорит, что, слушайте, Умеров звонил Мединскому, говорит Умеров, что, в общем, давайте свой меморандум. Мединский выходит в публичное пространство, говорит, да все с точностью наоборот было. Я позвонил Умерову и предложил дату, формат, что мы привезем туда меморандум, свой вариант, и будем сразу готовы обсуждать. То есть, получается, кто-то врет, Зеленский или Мединский. Ну, Умеров тут как бы не игрок, мы понимаем. Ну, помните, это как в том старом-старом-старом анекдоте. Вот, правда ли, что ваш директор выиграл в лотерею 1 миллион? Да, правда, но правда не 1 миллион, а $100 не в лотерею, а в карты, не директор, а главный бухгалтер, и не выиграл, а проиграл. Да, так вот, приблизительно так обе стороны фактически вот, подают информацию. Кто прав, кто не прав, я не знаю. Я не присутствую при этих разговорах, я не знаю, о чем говорят Мединский и Умеров, вот, какая у них линия связи, что они предлагают друг другу. Но мне кажется, что все-таки меморандумы, в принципе, для того существуют переговорные площадки, чтобы обсуждать там документы, в том числе и меморандумы. Вот, а не так, что вы нам пришлите, а мы посмотрим, стоит ли нам ехать. Но подождите, я тогда задам вопрос вообще по-другому. А что тогда делает украинский меморандум у Келлога, о чем он вчера распинался? Ну, это уже вопрос к Келлогу. Нет, Дело это в том, вопрос к что в тех же украинской Соединенных стороне, Штатах, подождите. смотрите, в Соединенных Штатах есть, как минимум, в окружении Трампа существует как минимум 3 группы влияния. 3 группы влияния, которые занимают немножко разную позицию, в том числе по украинскому вопросу и по российскому вопросу. Первую группу представляет Венс. Вот Венс и его команда, к этой же команде я бы отнес и Маска отчасти. Вот это такая достаточно радикальная, именно такая группа, кондовая группа МАГА. Вот вторая группа – это группа ближайших к Трампу людей, в частности, это Джаред Кушнер, это зять Трампа, и, соответственно, к этой группе я отнес бы Уиткофа. Вот. И третья группа – это группа, которую представляют Рубио, Келлог и ряд тех, кто более, скажем, более мягкая такая у них позиция, которая предвидит там поиск определенного компромисса с Европой. Вот, давайте выработаем общее мнение, давайте не будем спешить каким-то образом налаживать отношения с Россией, давайте прислушаемся к европейским товарищам. И именно с этой группой пытаются работать в Украине. Именно эту группу пытаются использовать как определенных посредников украинской власти. Вот. Они пытаются использовать Келлога как инструмент донесения собственной позиции, понимая, что Келлог – это более мягкий вариант трампистов, чем тот же Уитков, или тем более, чем такие непримиримые из окружения Венса. Но все-таки давайте к ситуации вокруг переговоров. Потому что, смотрите, она же разворачивается легко в другую сторону. Но это для тех людей, которые умеют думать.
Для тех людей, которые потребляют информацию, как вот, да, по чайной ложечке из телевизора и марафона и речей Зеленского, это одно. И как бы мы видим, фон создается общий. Мерц выходит, говорит, смотрите, Россия не готова к переговорам. Зеленский говорит, вот мы ждем, вот давайте меморандум свой. То есть это примерно напоминает вот то же самое, что было. Путин, приезжай, я в Анкаре, я здесь, приезжай ко мне. Где твой меморандум? Показывай уже скорее. Но погодите, то есть, а если ее развернуть наоборот, это означает, что я могу просто дальше линию провести, ну, такую аналитическую, исключительно аналитическую, у меня нет инсайда. Получается, что украинский меморандум писался в Америке и Европе. Нет, я думаю, согласовывался. Я думаю, что существует украинская позиция, которую пытаются продать американцам как некую переговорную программу, как некую переговорную платформу. Вот, поддержите нас. Таким образом. И я думаю, что писался он не только в Украине, писался, скорее всего, вот этой группой товарищей, группой соавторов, которые приезжали там во Львов, помните, там, и которые там где-то пытались создавать определенные коалиции желающих и прочее, прочее. То есть это некая платформа, которая является общей для Украины и для представителей вот этой ястребиной вот, части Европейского Союза, и которые пытаются через Келлога подать этот документ в Вашингтон Трампу, чтобы Трамп также подписался под этим документом, чтобы это была единая позиция Запада. Ну, Трамп ни слова не проронил о меморандуме. Нет, в том-то и дело. Трамп чудесно понимает, что у него есть своя драматургия, свои взаимоотношения с Россией, свои интересы в этих взаимоотношениях, и в этих интересах отсутствует Европейский Союз. Более того, Трамп понимает, что при определенных обстоятельствах война может, если выйдет из-под контроля, если она будет продолжаться, то завтра главный приз в этой войне это будет уже не Украина, а главным призом станет Европейский Союз. И что Украина может стать той воронкой, в которую Европейский Союз будет втянут. Вот. А потом, соответственно, знаете, я не удивлюсь, если вдруг снова на карте появится там такое полузабытая аббревиатура, как СЭВ, Совет экономической взаимопомощи. Был такой, ну, сейчас многие уже не помнят, что это такое, а когда-то это было. Это Советский Союз и его сателлит, так скажем. Ну, вы знаете, Ну, я конечно. просто, понятное дело, что я не говорю, что это так и будет, но на самом деле давайте просчитывать все риски, которые возможны. Ну, тут уже не понимаешь, что риски, а что не риски. Как вам Представьте кажется? себе, представьте себе, что на каком-то этапе Соединенные Штаты скажут, ну все, мы умываем руки. Это всего лишь навсего противостояние России там, с европейскими товарищами. Вот нашими, там имеется в виду с европейской частью НАТО. Вот, мы больше тут не при делах, наших интересов нету. 5-я статья устава НАТО больше не действует. Вот, каждый сам за себя и так далее. А он может так сказать. Вот, с него станется. И тогда, понимаете, может быть, очень-очень могут быть неоднозначные дальнейшие последствия. Ну, тут тоже, понимаете, какой-то такой странный розыгрыш идет вот этой карты. Россия не хочет и не будет воевать с Европой. А мы точно так же думали, что Россия не хочет и не будет воевать с Украиной. Мы точно так же думали. Иногда появляются обстоятельства, когда речь уже идет не о желании или нежелании, а о необходимости. Нет, хорошо, это прям очень интересно. А какая необходимость России прям воевать с европейскими государствами? А вот представьте себе ситуацию, когда идет какой-нибудь российский корабль, там военный корабль, например, и одно из государств НАТО захватывает. Ну, это Балтика. государство НАТО, вот был прецедент с эстонцами. Вылетел Да, истребитель, и да. все быстренько Не рассосались. дошло до этого. Ну вот представь, я просто говорю, вот провоцируется ситуация. Что просто сказать, ну ладно, Кемская волость пусть берут.
То есть ситуация может быть таковой, что может быть некая провокация, которая создаст ситуацию, при которой не отвечать невозможно. Ну вот именно силовая вы имеете в виду, ну Да, как-то именно силовая. не санкции, не вот эта вся... Нет, санкций нет. Я имею в виду, что силовая провокация некая. Зеленский у Мерца. Такой очень знаковый визит, потому что, ну, давайте так, да, то есть Мерц, второсортный канцлер, который там со второй попытки его избрали, он, конечно, отметился Все-таки визитом. давайте говорить, что это более сильная фигура, чем Шольц. Да ладно. Да, именно. Нет, ну подождите, Шольц это вообще. последние пару дней он заявляет одно, второе, потом делает откат, потом вроде как повторяет то, что он заявил. Ну так не поступают сильные лидеры. Нет, на самом деле это абсолютно. Трамп тоже делает разного рода заявления, так иногда противоречащие друг другу. Вот многие политики делали такие заявления, которые противоречили предыдущим заявлениям. Так что на самом деле это не показатель. Я имею в виду по организационным возможностям, способностям. Потенциал у Мерца сильнее, чем у Шольца. Сама биография Мерца показывает, что это человек, который умеет держать удар и умеет возрождаться после, казалось бы, уже полного поражения политического, вот, может снова становиться на ноги и продолжать драться. То, что он занял позицию, которая нам может не нравиться, то, что он занял ястребиную позицию, является одним из представителей партии войны, но на самом деле в этой среде партии войны у него самые зримые бойцовские качества из всех. Если брать во внимание Макрона, там принимать во внимание, если принимать во внимание Стармера. Вот. Мерц, хоть и новичок, можно сказать, в большой политике, в высшей лиге, скажем, но весь его бэкграунд, вся его биография показала, что он является человеком, который действительно, которому необходимо присматриваться и держать ухо востро. Значит, вы так сравниваете его с Шольцем. Хорошо, давайте сравним по делам. Значит, подписано, ну, анонсировано до конца года межправительственное соглашение. Бодро заявляют и рапортуют о том, что Бундестаг направляет 5 миллиардов евро в Украину. Что это за деньги? Значит, это финансирование производства дальнобойного оружия в Украине. Причем так почти половина, 2,2 миллиарда. Потом боеприпасы, в частности для ПВО, ремонтные мощности в Украине, финансирование частичной работы Starlink и украинской системной военной связи, командной связи, и медицинское оборудование. 2,2 миллиарда это, скажем так, ну, ПВО, вот это вот ракеты к IRIS-T, и очень интересная идея, мол, а давайте вы, немцы, заплатите, мы на эти деньги откроем здесь производство, и ракеты 2500 километров получит Украина собственного производства. Как вам эта комбинация? Потому что Зеленский просит до конца года у Запада 30 миллиардов. Это он говорил в утреннем интервью, общении с журналистами. Вот съездил к Мерцу, получил, ну там непонятно сколько из этих 5, но какую-то частичку получил. Но там явно не 30. Ну да. Вот. Понятное дело, что в Европе уже начинают постепенно приходить к пониманию, что почему открывать производство необходимо в Украине, где это производство подвержено бомбардировкам, тем самым ракетным бомбардировкам. Вот. Представьте себе, что это же старая, хорошо отработанная схема. Ни в одной войне уже, так скажем, ни в одном. Даже это очень хорошо знают и в России, это хорошо знают и во многих странах, которые прошли через войны. Вот. Когда попросту открывается некое либо производство, либо некий объект, на который выделяются деньги. Деньги потом списываются, вот, а потом для того, чтобы ничего никто не нашел, вот просто-напросто противнику сбрасывается определенная геометка, вот, куда прилетает ракета. Вот, и все концы в воду. Ну, можно еще, знаете, на этой геометке посадить
Добкина-младшего, тот, который заходил за колонну Рады, он дал неожиданное интервью и рассказывал, как он под состоянием аффекта, назовем это так, в силу принятия определенных, ну, скажем так, увеселительных веществ, писал где-то там на Ютубе, хулил российскую армию, русских, комментаторов, а потом в его дом прилетело, и он полностью сгорел, теперь он сожалеет. И говорит, я ж был вроде как пьяненький, чего ж вы вот это так уничтожили родительский дом? Вот можно под Подобкину посадить в каждом заводе, и, в принципе, это Нет, лучше. ну зачем? Просто вы же понимаете, что очень часто бывает такое, что вот бывают определенные прилеты, некие стратегически важные объекты. А потом оказывается, что ну, вот, большие суммы под это все списываются. Ну, это такое, это не, это я не журналист-расследователь, и я далек от того, чтобы там копаться в этих цифрах всех, говорю просто о тенденции. Но что касается Запада, на Западе чудесно понимают эти трюки. И поэтому там постоянно говорят, так давайте, а зачем так, зачем в Украине строить? Давайте построим снова в Польше, давайте построим снова в Германии вот, некий завод. Или же существующие мощности будем использовать более активно. И деньги тогда остаются, они как бы идут для украинских потребностей, остаются именно в Европе. Зеленский говорит, нет, дайте нам, а мы тут уже сами как-то. И в этом отношении как раз существует определенный конфликт. Кстати, сейчас фактически зависло по самым скромным подсчетам от 6 до 8 миллиардов, которые были объявлены в предыдущие годы, вот, 6-8 миллиардов евро, как определенные программы, которые должны были идти на финансирование тех или иных направлений в Украине. Вот, это в Европейском Союзе, в Швейцарии, кстати, в некоторых других государствах, которые так и не были потрачены именно из-за того, что украинская сторона не смогла продемонстрировать прозрачность осваивания этих средств. Ну, о какой тут прозрачности идет речь? Мы же все понимаем, да, то есть все эти дела. А, Вы, как человек, автор книги «Джокер», которую там допечатывают, Да. которая будет дополняться, которая разошлась среди многих большими тиражами. «Джокер» — это как бы такая биографическая история президента Зеленского, политического восхождения и вот продолжения. Очень интересно с вами обсудить сегодняшний материал в Политико. Потрясающий материал. Значит, выходит целая статья, она большая, про Андрея Ермака, которого критики в материале называют безжалостным политическим кукловодом, фигурой даже равной Зеленскому. И украинские комментаторы, его там вот продюсер, а Зеленский как бы приглашенная звезда или там звездный фронтмен его вот этого спектакля. Примечательно, что в этом материале фигурирует бывший пресс-секретарь Юлия Мендель, которая говорит о том, что ну, он там всех разогнал, Богдана, там, первого своего главу офиса, потому что был очень близок к Зеленскому, четко его психологию знал и долго с ним тренировался в спортзале. Что скажете по поводу материала и почему вдруг появляется такая статья про Ермака? Да, два момента. Первый момент, когда я прочитал этот материал, вот. Раньше я знал, что девушки ходят в спортзал для того, чтобы познакомиться с перспективными парнями. А теперь я понял, что не только девушки ходят для того, чтобы обеспечить себе безбедное будущее. Вот, так это первое. А второй момент – это то, что очень интересно там прозвучала мысль, что едва ли не единственным человеком, который противостоит Ермаку, является Кирилл Буданов. Вот. Так что, ну, вот такой посыл, что вот Буданов является там едва ли не противовесом. Так что два этих момента, все остальное абсолютно новое, абсолютно старое, ничего нового там не было сказано. Но погодите, причины и зачем именно сейчас? Опять мы, скажем так, обсуждаем
Ну, не знаю, серого кардинала, продюсера Зеленского и так далее, и так далее. И очень просто. В последнее время наметились очень серьезные проблемы у многих представителей украинского руководства. Вот, в их взаимоотношениях с Соединенными Штатами снова наметились. То есть это уже очередная волна. Первая волна – это осень 2024 года, вторая волна – это вот после событий в Белом доме. А сейчас снова начинают говорить о том, что Трамп недоволен, что многие люди в окружении Трампа настаивают на том, что Украине необходимо что-то менять. И вот в этом отношении, я думаю, что как раз и начинают появляться материалы. Я его рассматриваю как лоббистский материал, именно лоббистский. Это не авторский материал, не для того, что вот американскому читателю вдруг стало интересно, как устроена власть в Украине, кто такой Ермак. Вот. Скорее всего, это статья, которую надо рассматривать, что она появилась не просто так, а на волне обострения отношений внутри команды Зеленского. И обострение этой же команды, отношения этой команды с командой Трампа. Очень интересно, что санкции прут и дальше. Тихонько, в воскресенье, никого особо там, ну, не привлекая внимания, не разглашая там какие-то сверхтайны. Ввели санкции еще там на некоторых людей, в том числе и на Мосейчука. Зачем? Да. Ну, зато теперь Игорь Мосейчук может в любой приличной компании абсолютно нормально смотреться, уже не будет там кривых взглядов, вопросов. Вот, Игорь, а ты почему не там? Я шучу, конечно. Вот, дело в том, что машина работает, машина санкций продолжает работать. Санкции абсолютно незаконные, вот, потому что они противоречат самому закону о санкциях. Санкции, которые являются элементом внесудебной расправы, потому что человека фактически объявляют виновным вот, в нарушении презумпции невиновности, без состязательности обязательной в суде, попросту его лишают определенных гражданских прав и определенных возможностей в стране. И, соответственно, это дальше продолжаются расправы над собственными гражданами, над теми, кто фактически имеет альтернативное мнение. Ну вот, против меня ввели санкции только из-за того, что я написал книгу о Зеленском. Вот только из-за того. Зеленскому не понравилась книга, он ввел санкции. В свое время я написал книгу о Кучме. Вот. Кучме тоже не понравилась книга, которую я написал, но санкцию не вводил. Вот. А Зеленский вот очень как-то так обидчиво, очень остро реагирует на критику. Плюс ко всему, он попросту смотрит, что те, кто идут не в ногу, те, кто пытаются задаваться какими-то лишними вопросами, те должны быть санкционированы. Константин Петрович, параллельно с этим приходят интересные подробности. Ну вот вы сказали об обострении в окружении Зеленского, внутри команды, около властных структур. Выходит Шабунин и говорит о том, что Портнов, убитый неделю назад в Мадриде, передал в управление, в соуправление команде в лице Татарова, созданную им хоть и уродливую, по мнению Шабунина, созданную такую эффективную, правоохранительную, политически зависимую и контролируемую систему. Шари сегодня, по его информации, он пишет о том, что Татаров отправился в Мадрид. Ну, там непонятно, то есть то ли просто командировка, то ли связано это, не связано, заметать следы или по каким-то другим вопросам. Ну, понятное дело, что наверняка не просто так, если это правда, Татаров в эти дни в Мадриде. Сегодня прошла прям очень интересная такая целая череда, разные публикации были разных людей о том, что все крутится вокруг некой партии для там Юго-Востока, там для какого-то электората ОПЗЖ, и, мол, Портнов хотел руководить, и поэтому его не стало. Что вы думаете по этому поводу? Боже, так, Портнов руководить партией для Юго-Востока. Я знаю настроения, которые были у Андрея Владимировича покойного, ну, вот, последние годы. Вот. Он был настолько далек от юго-восточной повестки, вот. Он абсолютно занимал антироссийскую позицию даже в быту.
Вот, он считал, что во многом вот нынешняя власть абсолютно правильно это все делает и так далее. То есть у него не было никаких планов создавать какую-либо партию вообще, от слова вообще. Вот это первый момент. Что касается партии Юго-Востока, ну, вы знаете, столько претендентов на юго-восточный электорат сейчас у нас возникло. У нас и Арестович на юго-восточный электорат, и Бойко. И там говорят, что сейчас Левочкин создает какие-то политические силы там, и так далее, и так далее. Я думаю, что их там есть достаточно. И главное, чтобы был электорат. Партий найдется достаточно. Что касается Татарова. Я не знаю, честно говоря, я тоже точно так же прочитал, как и вы, информацию о том, что Татаров в Мадриде, ну, заметать следы сейчас, это как бы глупо через неделю после того, как произошла эта трагедия. Есть один нюанс. Дело в том, что испанская полиция не особо сотрудничает с украинскими правоохранительными органами в деле по расследованию, расследовании убийства Портнова. И я думаю, что именно это является главной целью Татарова. Татаров же в офисе президента курирует фактически правоохранительные структуры. И я думаю, что он поехал, если он действительно в Испании, то поехал договариваться относительно принципов сотрудничества между Украиной и Испанией по делу Портнова. Но по моим данным, испанская полиция в принципе ждет, не передает эти дела, потому что ждет определенного вердикта от ФБР, которое тоже привлечено к расследованию этого дела. А ФБР Вот. каким боком? А вот в том-то и дело, это уже вопрос. Каким боком ФБР, потому что есть несколько версий, которые говорят о том, что не в последнюю очередь там в последнее время покойный Андрей Владимирович занимался некоторыми делами, которые могут вызвать интересы и у американского правосудия, американских правоохранительных органов. Интересно. Имеется в виду, что, да, что распутывал определенные клубки взаимосвязей. И... Если мы как бы попытаемся, ну, каким-то образом, вот зачем, да, вот эту тему внутриполитической грызни и дрязг мы заходим? Мы же должны понимать как бы статус будущих подписей. Вот у нас пока не было ответа, украинская сторона по версии Мединского пошла совещаться по поводу того, что, ну, Стамбул сказал сразу: мы готовы, 2 июня, наши двери открыты, вперед, проведем классные переговоры, как в прошлый раз, даже лучше. Вот, пожалуйста. А вот то, что касается, скажем так, украинской стороны, пока непонятно. Но там же возникает вопрос подписи, кто будет подписывать. И там же принципиально важно, кто будет подписывать не вот этот меморандум, да, а вот уже соглашение. Имеет ли право Зеленский сейчас подписывать вот такого уровня документы об остановке войны, как вам кажется? Я думаю, что это будет дополнительный вопрос, который будет обсуждаться между несколькими государствами, не только в отношениях между Украиной и Российской Федерацией. Вопрос правомочности Зеленского подписывать тот или иной международный документ, они, очевидно, возникнут на каком-то этапе, и очевидно, что у подписи Зеленского должны будут появиться некие гаранты, международные гаранты. Потому что иначе возникнет вопрос о том, что он действительно человек с условной легитимностью. Так что тут судьба договора между Украиной и Россией, она сводится к тому, что должен появиться некий еще гарант, дополнительные или гаранты, которые будут гарантировать выполнение этого договора. Америка? Да, например, Америка, Китай. Угу. Если мы вообще посмотрим на Зеленского, на его заявление, он ведет ту же линию, она, правда, немножко штрих-пунктирна в определенные участки, что вот смотрите, нам нужно прекращение огня. Санкции Россия почувствует через год, говорит нам
Зеленский. То есть в июне 26-го, в принципе, война может закончиться, но мы не можем ждать год. Давайте в июне в этом заканчивать, давайте что-то делать, вводить еще более сильные санкции. И в этой риторике Зеленский, ну да, эскалирует, да, вот поднимает ставки, пытается как может, насколько это ему доступно. Но у меня другой вопрос. Понятно, это можно, ну, там, считывать как политический прием, но, Константин Петрович, давайте будем как бы откровенны. А сколько Украина может продержаться сейчас при текущем положении дел? Ведь у нас как-то стыдливо, как это, немножко, как там Зарян Шкиряк говорил, да, по-моему, повоняют и забудут, да, это его, по-моему, изречение. Да. У нас немножко повоняли, и, кажется, чуть-чуть забыли о том, что уже летом дыра от 400 до 500 миллиардов гривен в бюджете с невозможностью нормально оплачивать зарплаты военным. Зеленского убеждают в том, что что Украине дадут деньги Запада, что Европейский Союз не оставит в беде. Б, это то, что народ не будет роптать, вот, народ будет терпеть сколько надо, потому что народ верит своему руководству, и народ верит в победу Украины. Последние цифры, которые показали, что там только 10% не верят в победу Украины, они как бы достаточно красноречивы. Но вы же понимаете, что сейчас спросить у любого человека на улице, верит ли он в победу, вот, и это то же самое, что спросить, там, например, в 1982 году у человека, верит ли он в коммунизм и в построение светлого коммунистического будущего. Конечно же, каждый скажет, да, конечно, верю. Естественно, зачем ему иметь дело с СБУ потом. Вот. Поэтому я думаю, что Зеленский находится в определенных иллюзиях относительно экономического состояния, относительно многотерпения собственного народа. Это первое. Второй момент – это то, что Зеленский считает, что, например, вводимые санкции, они действуют только линейно и только против того, против кого они вводятся. Санкции – это такая вещь, вот, которая вводится против того или иного государства, которая имеет и обратный эффект для тех, кто вводит эти санкции. И, соответственно, те же европейские государства, прежде чем вводить санкции против России, они очень тщательно просчитывают возможные потери для собственных бюджетов. Это не тир, где вот мишень, а вот там винтовка, условно. Вот. Это, скажем, некий процесс, который имеет две стороны, который наносит потери обеим сторонам. Поэтому надеяться на то, что слово «санкции» будет звучать постоянно, и санкции будут вводиться каждый месяц по первой прихоти, это не совсем, скажем, не так работает. Константин Петрович, я вот прямо спрошу. Ну, Зеленский понимает, что все сыпется? Ну вот смотрите, ну Зеленский, фронт, да. мы сейчас, может, коснемся фронта. Ну Да. фронт, да, там, экономическая составляющая. Понятно, что вокруг все ходят и зубоскалят, и как бы чего изволите, о великий наш всемогущий, а ему это нравится, и он купается в этом всем, о том, какой он потужный. Но ведь должно же быть какое-то, ну, мышление у человека. Объективно, просто посмотрев на какие-то такие вещи, как цифры, которые там Сырский докладывает, даже вот просто как человеку непосвященному. Да. Ну, знаете, иногда человек доходит до той стадии, когда его интересует или сыпется или льется. Да, так что в данной ситуации вот мне кажется, что он пребывает в некой там параллельной реальности иногда. Его не просто информируют там о каких-то несуществующих оптимистических сценариях его клевреты, но и плюс ко всему нацеливают на определенные действия его партнеры. Вот. И, соответственно, его хлопают по плечу, он приезжает к Мерцу, он приезжает к Макрону, его хлопают по плечу, обнимают там и говорят, ты крутой, ты сможешь,
давай еще немного, давай держись, вот еще чуть-чуть, вот еще там, сколько там, 4000 ведер, и золотой ключик наш, да. Вот, то есть его постоянно в этом убеждают, он в это верит, плюс ко всему ему дают определенные цифры, сводки, в которые он тоже хочет верить, вот, и у него складывается определенная абсолютно реальность, которая не соответствует действительности. Когда ему начинают говорить о том, что существует на самом деле, он говорит, это все кремлевский нарратив. По поводу, ну, тут я с вами соглашусь на все 100%, потому что вот попадался сегодня, вчера попадался, да, и сегодня вот этот опрос о том, сколько русскоязычных не любят Россию, да, и причем очень четко, понятно, заряженный пропагандистский опрос. Ну, то есть, что вот русскоязычные против россиян. Хотя тоже как бы по Украине, я не знаю, о какой Украине идет речь. 11% используют русский язык, все остальные на украинском говорят. Елки-палки. Вы понимаете, при нынешних процессах, при нынешней ситуации в стране провести корректное социологическое исследование практически невозможно. Практически невозможно. Очень многие люди, которые настроены оппозиционно или которые не поддерживают политику, гуманитарную политику власти, они попросту отказываются отвечать на вопросы. Количество отказов иногда достигает 80%, мне говорят сами социологи. Прочувствовать общество в таких условиях простыми методами, обычными методами, которые применяются при социологических опросах, невозможно. Нужна абсолютно новая методика, новые подходы. А здесь же интересует линейно. Вот от количества опрошенных, вот, или тех, кто согласились, вот, прямой ответ на прямой вопрос, иногда на формирующий вопрос, дали такое-то количество. Ну, если можно же по-разному вопрос поставить, вот. Можно по-разному выборку сформировать, можно манипулятивно достичь необходимых цифр. Поэтому, извините, но сейчас я не верю ни одному социологическому опросу. Просто я почему это привожу в пример, да, как пример теплой ванны. Просто смотрите, а вот, допустим, через год какие будут опросы? 1%? Ну вот Зеленский просто дал нам этот посыл, что типа до июня 26 года, то есть вот он, это ведь месседж, то есть год, еще год, например, да, поэтому надо что-то делать, мол, Россия не будет идти на любые уступки. Или Украина не будет идти на уступки России. Да. То есть это Зеленский действительно пытается программировать и пытается показать, что он является всенародным любимцем, его политический курс, его политика является правильной, народ эту политику поддерживает, и все, кто не поддерживает, это агенты Москвы. Вот, то есть вот именно таким образом он выстраивает свою политику. Для этого проводятся разного рода социологические опросы. Для этого формируется мнение, что Зеленский всенародный любимец до сих пор, что он безальтернативен, что выборы, в принципе, не нужны, потому что и так на этих выборах победит Зеленский. Поэтому давайте будем просто поддерживать его политику. Вот. Как мира достигать при этом? Вот в том-то и дело, что, скорее всего, это будет многослойная система переговоров, при которых основные переговоры будут идти между Москвой и Вашингтоном. Дальше будет давление Вашингтона на Киев. Дальше будет определенная европейская фронта, которая будет мешать Вашингтону давить на Киев. Вот, и которая будет поддерживать инициативы Киева. И дальше будет, очевидно, некое бадание между Европой и Соединенными Штатами. Сегодня Зеленский заявлял о том, что в российской армии 40-50 тысяч в месяц, а Украина 25-27. Это заявление, оно на что нацелено? На то, чтобы показать, что все нормально, но россияне прут вперед, или чтобы немножко как бы подзадорить и так в поте лица работающих в полях военкомов?
Да, я думаю, что манипуляция цифрами в первую очередь направлена на создание определенного оптимизма в обществе. Но вопрос, существует ли сегодня машина по созданию оптимизма? Потому что так часто кричали волки, что в результате, когда волки приходят, народ уже перестает верить. Вот. Так вот, так часто обманывали народ, что народ уже перестал верить тем цифрам, которые и тем посылам, которые диктует офис президента. Очень интересен, скажем так, посыл Лаврова сегодня прозвучал до заявления об объявлении, да, 2 июня, как дата, которую предлагает Россия, и Стамбул, который готов принять. В общем, Москва будет настаивать на отмене Киевом дискриминационных законов, то есть норм и практик, которые осуждают применение русского языка, которые оставят вне закона украинскую православную церковь. Ну, если о русском языке как бы мы так немножко коснулись, да, хотя тема такая животрепещущая, но давайте сделаем упор на украинскую православную церковь. Интервью Потураева, где ну, он рассуждает о судьбе строений храмов как строений, да, которые находятся в разных формах собственности, где он говорит о том, что если люди будут ходить молиться, ну, там, по дворам, по хатам, то к ним надо СБУ направлять, настоящую службу Божию, ибо там они поминают, в общем, посыл его такой, в общем, чтобы УПЦ не служили, даже если их выгонят из храма. То есть вот он обрисовывал перспективу дальнейшего падения Украинской Православной Церкви. Что вы думаете по этому поводу? Делал он это, ну, с таким даже удовольствием, что ли? Я понимаю, да, Потураев, он всегда пытается там демонстрировать определенный хайп, который заменяет интеллект. Ну вот, человек, он, скажем так, небольшого ума, но зато большого рвения. Вот. Он, конечно же, оказывает медвежью услугу своему благодетелю Виктору Пинчуку, вот, потому что рано или поздно высказывания Потураева будут находить определенную оценку правоохранительных органов. И при смене власти СБУ может прийти как-то случайно не к священникам, а может прийти к Потураеву. Власть же бывает тоже разной, власть меняется. А Украина является за последние 30 с небольшим лет показала, как часто может меняться власть и как часто могут меняться настроения. Но все-таки что ждет Украинскую Православную Церковь? Я думаю, что Украинская Православная Церковь выстоит. Вы понимаете, что церковь проходила и не через такие испытания. Если ее большевики не смогли уничтожить, то, знаете, вот, репрессии со стороны Зеленского и его команды, они точно не уничтожат церковь и приведут к ее уничтожению. Ну, понимаете, это все, конечно, скажем так, приободряющие слова, но по факту, что мы Нет, нет, имеем? это не Нет, приободряющий. ну На подождите, самом деле, храмы забирают, да, там. да, я понимаю, храм это материальный момент определенный. Вот. Они их забирают, возвращают. Это ж бывает, разное бывает в истории. История же она абсолютно по синусоиде вот, развивается. И я думаю, что на самом деле, вы же помните слова, которые приписываются Марку Аврелию относительно того, что когда вода поднимается, то рыбы едят муравьев, а когда вода уходит, муравьи едят рыб. Да? Вот, так что ничто не постоянно в этом мире. Поэтому я думаю, что все еще впереди. Вот это, во-первых. Во-вторых, что отличает представителей Украинской Православной Церкви, так это истинная вера, потому что можно увидеть по многим показателям. Количество монахов, которые существуют в той или иной церкви. Посчитайте, сколько монахов в Украинской Православной Церкви, сколько монахов в Православной Церкви Украины. Количество людей, которые приходят на литургии в праздники. Вот. Количество людей, которые выходят на тот или иной крестный ход. Вот. То есть определенное ядро верующих, истинно верующих, вот, которых в политизированной церкви
вот, политизированной церкви? Нет, потому что политизированной церкви нету ядра, есть определенная эмоционально заряженная группа, которая, в принципе, поддается определенным политическим веяниям, политическим настроениям, вот, а потом мода проходит, все возвращается на круги своя. Ну, посмотрим, как будет в этот Да, знаете, раз. как только меняется политическая ситуация, так сразу же меняются и многие моменты. Помните, в Советском Союзе была обновленческая церковь в 20-е годы, там отец Введенский там в свое время он инициировал эту политизированную церковь, которая якобы была православная, но там она была максимально, она поддерживала большевиков, она получила Томас, благословение от Константинопольского патриарха. В церквях, этих храмах там вешали не только иконы, но и портреты Ленина и Троцкого. И продолжалось это все на протяжении там 20-х годов. А церковь, сама православная церковь, вот, собственно, она подвергалась гонениям, серьезнейшим гонениям. Вот. А потом вдруг после Второй мировой войны, вот, уже в 40-е годы, вдруг эту обновленческую церковь так случайно прикрыли, вот, Томас отозвали, и как-то наладили отношения с Вселенским патриархом. Патриарх поменялся. Ну да, просто патриарх поменялся. Да. Значит, есть еще одно такое очень важное общественное движение и человеческое негодование. В соцсетях разные там блогеры, они пишут разное, рефлексируя на ситуацию, которая прошла в Кременчуке, да, где там молодые люди отбились от ТЦК, причем нападая на ТЦК, лучшая оборона – это нападение. И вот они вот так прогнали их, в общем, побили машину. К ним потом, скажем так, ну, понятное дело, там разбирательство, кто двоих вроде как задержали, да, то есть и так далее. И вот в соцсетях пишут, что мужчины нападают на работников ТЦК, бьют их машину, их арестовывают. Семья задержанных открывает сбор 130 тысяч гривен на адвоката и собирает 67 за сутки. Тем временем сборы на армию, ну там Арестович прекратил именно такие боевые сборы. Другие, скажем так, не могут вообще собрать того мизера. Мизер собирают из того, что они собирали раньше, ходят, жалуются о том, что смотрите, какие украинцы неправильные. А тут вот, пожалуйста, но это же яркий пример того, что что-то меняется внутри. Или Да, все-таки это что-то такие меняется, потому что за симптомы? Кременчугом Черкассы, потом другие населенные пункты. Если раньше говорили, что это некий ИПСО или еще что-то, но на самом деле сейчас это происходит повсюду, массово. Это уже не просто, когда человек снимает, как другой человек борется с превосходящими силами. Здесь просто уже народ начинает выходить и достаточно активно отбивать людей. Член ТЦК это стало уже таким именем нарицательным. Это презираемые люди в стране. Сухопутные войска пытаются пугать, что вот 8 лет будем давать за такое. Чем больше пугают, чем больше репрессивных действий. Знаете, как по третьему закону Ньютона, значит, действие равно противодействию. И я думаю, что Зеленскому это не доносит, эту информацию. Но реально в стране назревают именно такие стихийные бунты, которые не контролируются, которые невозможно подавить. Представьте себе, что завтра начнут в тюрьмы бросать большое количество людей, которые принимают участие в таких вот акциях. Все больше и больше. Пенитенциарная система попросту ляжет в такой ситуации. Я уже не говорю про судебную и так далее. А что такое партия ухилянтов? Это пытаются сейчас некоторые публицисты говорить о том, что в стране существует определенное количество людей, которые исповедуют некую пацифистскую позицию, не хотят воевать, которые уклоняются от
службы в армии, и если завтра будут выборы, то эти ухилянты смогут, голос этих ухилянтов может существенно повлиять на политическую ситуацию в стране. Мол, они будут тогда голосовать за тех, кто выступает с позиции мира, и не будут поддерживать военных или тех, кто может спровоцировать новый виток войны. Вот. Якобы говорят об угрозе. Я тут читал потом исследования, которые публиковали некоторые политологи, в том числе Виталий Кулик, который говорит о том, что мы проводили детальную разборку. На самом деле большинство этих ухилянтов, они поддерживают Залужного и так далее. Но на самом деле никто не может сегодня сказать, как на самом деле будут развиваться события. Сейчас народ все больше и больше демонстрирует нежелание идти на фронт, нежелание поддерживать мобилизационные акции. Константин Петрович. А дальше я могу спрогнозировать, что будет дальше. Дальше будут составляться списки членов ТЦК. Будут составляться определенно, вот как составлялись базы «Миротворец», будут такие вот базы членов ТЦК составляться. Дальше будут угрозы поступать не только членам ТЦК, но и членам их семей. Дальше будут определенный буллинг, хейтинг и так далее относительно этих людей. Ну вот, эти люди будут вынуждены сбиваться в стаи, фактически, и это будет определенное противостояние, гражданское противостояние между людьми, которые хотели бы поддерживать Зеленского, то есть которые были опорой власти Зеленского, которые хотели бы продолжения войны, потому что это их среда жизни, это их модус вивенди, стиль жизни, потому что в мирной жизни они абсолютно не то что бесполезны, мир для них является угрозой. Просто я бы хотел посмотреть на это немножко под другим углом. Вот сейчас мы, понятное дело, там топ-новости, топ-тема это вот переговоры, будут, не будут, а что там насовещалась Украина, а второе, принимает оно число или не принимает. Ну, понятно, не принять, наверное, не может, но тем не менее. И вокруг этого сейчас, много заявлений, это все на фоне Германии, который там Мерц, который говорит, вы получите все, что нужно для защиты, все, что мы можем дать. Да, то есть такой Мерц, ястреб. На фоне этого, конечно, да, вот это Минобороны, свежее заявление во время нашего эфира пошло, что вот смотрите, то есть все почти готово, воины обучены, прям вот неделя нужна условная, да, чтобы все полетело на Москву, то есть вот такой фон у этого всего, скажем так, главного, да, переговорного трека. Даже в российском сегменте, вот там 20 минут назад заявили о том, что Мединскому, его семье поступают угрозы от украинских националистов, которые, как бы по словам, опять-таки, российской стороны, которые, не подконтрольны. У меня тогда вот такой вопрос. То есть, если гипотетически предположить, что это правда, есть какие-то националисты или там ультра-ультра какие-то, вот эти все, которые задают тон, задают шаг в ногу, то если что-то способно организовать ухилянтов, то есть у нас гражданская война превращается в украинских националистов и правых патриотов, и людей, которые сбились в кучу, пытаясь противостоять ТЦК. Вот такой получается конфликт. Давайте говорить откровенно. Нет никаких украинских националистов как отдельной политической силы. Есть несколько групп, некоторые из этих националистов, они на службе у Службы безопасности Украины, некоторые у некоторых олигархов в Украине и так далее. То есть, но при этом они не являются самостоятельной силой. Это, скорее всего, инструмент. Они самостоятельная сила с какими-то амбициями, с какой-то идеологией. Идеологии там нет. Вы знаете, все, что можно было написать про украинский национализм, написано в 20-30-е годы. И частично в 40-е. Все остальное это эпигонство, это, в принципе, переливание из пустого в порожнее. Так что, по большому счету, существуют небольшие группы националистов, которые там нужны для того, чтобы время от времени там провести парад 1 января в день рождения Бандеры, попугать немножко там Запад,
Вот. Зеленский, чтобы мог сказать, что ну я же не могу там, например, пойти на определенные шаги, потому что, видите, националисты, они придут штурмовать. Вот. То, что там Мединскому звонят, ну вполне возможно, что звонят. Найти телефон Мединского не так сложно. Мединского, его жены и так далее, это все, знаете, при нынешней системе ОСИНТ, вот даже если он поменяет номер, если он будет даже каждую неделю менять, можно найти и позвонить, дозвониться, это не проблема. Не только ему, я думаю, звонят, я думаю, что звонят многим. Вот, и, соответственно, не думаю, что это каким-то образом влияет на его психическое состояние или там на его сон или аппетит. Вот. Что касается этих, скажем, определенной социальной стратификации в Украине, там не только ухилянты, не только националисты существуют, а значительно более серьезное деление, большее количество страт. Но самое главное это то, что все они находятся в антагонизме друг с другом. Народ настолько наэлектризован сегодня, что одной искры может быть достаточно для того, чтобы внутри начались какие-то очень крайне негативные и желательно недопустимые процессы. Да, друзья, нас сейчас 23,5 тысячи. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете в комментариях. Обязательно. И будем переходить к нашей сессии вопросов и ответов. Вопросов накопилось предостаточно. Однако, для начала давайте подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса. Как вы думаете, где власть должна смениться быстрее, чтобы война закончилась? 3% Россия, 9% Франция или Германия, 29% смена власти ничего не закончит, только поле боя может все закончить. И 60% все-таки думают, что Украина. Но есть проблема с властью в Украине, Константин Петрович? Большая проблема? Есть большая проблема. Вот. Правда, власть с этим утверждением не согласна. Ведь Власть опять-таки... не согласна, что она является проблемой и угрозой. А на самом деле Зеленский и его команда являются самой большой угрозой для Украины и для украинского народа, для стабильности и для государственности. Ведь если так разобраться, знаете, вот эти тоже прикидки на июнь 26 года, они же тоже так не случайны, да? Это означает, что Зеленский никуда не собирается. Ни на выборы. Зеленский не собирается. Вообще никуда. Я уже говорил, что когда-то еще в 22 году я общался, то есть уже война шла, вот я общался с одним из человеком из окружения Зеленского, который сказал, ну, говорит, ты же понимаешь, что Володя пришел на 20 лет, не меньше. Я говорю, ну, это так слишком оптимистично. Не, ну, а куда ему? Вот, он же молодой еще, куда ему? Он же на сцену не вернется, поэтому он на 20 минимум лет пришел. Вот они в этом живут, в этой парадигме. Пока вот мы общались и говорили, приходят новости о том, что, ну, это в продолжении темы УПЦ, Минкульт завтра намерен заблокировать монахам УПЦ вход в нижнюю территорию Киево-Печерской лавры. Адвокат УПЦ Никита Чекман об этом сообщил. Он говорит, что такие действия незаконны. Понятно, что нужно предпринять, ну вот это нужно новому руководству заповедника, там сменили руководителя, директора, потому что недостаточно, он, так сказать, активничал на этом поприще. Да. Значит, ну и нижняя территория — это единственная часть монастыря, где до сегодняшнего дня остаются монахи, и доступ к верхней лавре для них закрыли в 2023 году. Ну, в общем, такая вот история, это вот новость, которая пришла. Да, Ягоду поменяли на Ежова, потому что кто-то был не особо проявлял рвение. Вот, вы понимаете, дело в том, что монахи, которые живут в нижних пещерах, они не просто там, у них там прописка. У нас каждый человек, вот, каждому человеку гарантировано жилье. Они там прописаны. Вот у них, если взять, каждый монах имеет паспорт, в паспорте у него стоит прописка, адрес определенный, это значит, его выселяют насильно из того жилья, в котором он прописан, которое является его фактически местом жительства. Это не просто выгнать из храма, из кельи. Да, в общем, такие итоги нашего сегодняшнего вопроса. Переходим к вопросам многоуважаемой аудитории. Клуб зрителей Шелеста в Телеграме, сообщество YouTube и чат трансляции. И, конечно, вот был вопрос на экране, ну там как не столько вопрос, сколько, скажем так, господину Бондаренко. Большое уважение за Джокера, цитирую книгу «Всем вокруг», стандартный ответ, но Запад ценит Зеленского.
Борис из Ванкувера пишет. Запад по-разному относится к Зеленскому. Есть видимая оппозиция, вот, очевидная оппозиция, а есть и реалии. Вот буквально неделю назад я был в одном из европейских государств, вот, где общался в непринужденной форме. Мы общались с советником премьер-министра этого государства, который сказал, ну, скажем так, что вот, просто-напросто обосновал то, что Зеленский к нам часто обращается, но мы обходимся отписками. Вот. Сказал он это немножко в другой форме, немножко применяя другие слова, которые здесь неприменимы, очевидно. Вот. Но реалии таковы, что, знаете, Зеленский уже немножко поддостал многих на Западе. Вот. Да, есть интересы Запада, которые сопряжены с тем, что они считают, что Украина должна воевать, и поэтому они поддерживают на публике Зеленского. Но с другой стороны, вот, они немножко, скажем так, вот уже назойливость Зеленского их достала. Значит, вопрос от Андрея. Переходим, да, в клуб зрителей. Вопрос от Андрея. Повторяет ли Зеленский шаги Гитлера своей бусификацией надеждой на армию ВНК, которая вот-вот придет и победит? Разрыв общества на полицаев и ТЦКшников, то, что сделал Гитлер для своих задач на территории Украины. Прослеживается четкая параллель и по системе образования, медицины, трудовых мигрантов. Только сейчас за свои едут, тогда в эшелонах гнали на заводы вермахта. Какой конец этой пьесы? Ну, вы понимаете, что спрогнозировать точный конец никто не может. Параллели я и сам иногда провожу. Вот. Это абсолютно обусловленные исторические параллели, вот, потому что они показывают универсальность шагов тех или иных политиков в той или иной сфере, и то, что некоторые интересы не меняются на протяжении десятилетий. И очень многие моменты показывают, что Гитлер это не было чем-то случайным явлением, это не было случайное явление, это не было какой-то аномалией. Вот, и что нацизм, который был побежден в 1945 году, вот, все-таки время от времени может давать метастазы. Я не только про Украину. Я не только про Украину, просто-напросто то, что будет, вот эта нынешняя ситуация, это не нацизм, это я сразу же скажу. Я просто провожу параллели между определенными процессами, но я не называю Зеленского нацистом, фашистом, это, очевидно, найдет какое-то другое название, вот. Но есть определенные закономерности. Вопрос. Можете, скажем так, ответить, для Зеленского все ухилянты в Украине это не его электорат на выборы? Почему он держит их в блокаде в стране, если хочет выиграть? Ведь зарубежные участки проще протасовать. Усиление границ Украины это Европа или Зеленский? Чего бояться? Контрабанды, оружия, военных? На самом деле это согласование позиции с Европой, потому что Зеленский с самого начала войны получил четкое предупреждение, что мы не готовы принять десятки миллионов человек. Вот. То есть это была позиция Европы и просьба Европы, чтобы Украина закрыла границы для мужского населения. Вот это первый момент. Второй момент – это то, что Зеленский чудесно понимает, что ему, если будут выборы, за счет диаспоры украинской, которая сейчас находится в Европе, он может нарисовать любой результат. Вы же понимаете, что выборы будут проходить только при посольствах и консульствах. Вот, и, соответственно, там не будет никаких наблюдателей, там будет фактически закрытый подсчет голосов, и в результате можно нарисовать любой результат. Просто-напросто посчитаю сначала в Украине, если увидят, что не хватает голосов, если тенденция к тому, что Зеленскому не хватает голосов, тут включится механизм как раз именно диаспорное голосование. Когда окажется, что на каждый участок за день пришло по 30-40 тысяч человек, что в принципе невозможно, но кто это проверит или подтвердит. И все они как один решили проголосовать за дорогого Владимира Александровича. Значит, добрый вечер. Это клуб зрителей, еще пока мы здесь находимся. Значит,
Катя спрашивает. Дмитрий Джангиров в своих интервью говорил, что был он и либералом, и кем только не был, но в итоге пришел к марксизму. Логик-социолог Зиновьев критиковал СССР, был антисталинистом, потому что идеал расходился с реальностью. Позже с опытом тоже признал, что этот эксперимент был лучшим из всех форм правления, но без учета социологии и прочих факторов. А каких позиций придерживается Константин Петрович? Ну, я так понимаю, там дальше, как вы думаете, почему современные ученые, историки, философы, социологи не разрабатывают модели управления, подобные марксизму? Я постоянно себя отношу к социал-консерваторам. Вот, идеологически, раз социал, то марксизм мне не чужд. Я могу про марксизм говорить очень много и очень долго. У меня есть небольшое количество друзей, с которыми мы иногда можем спорить о марксизме и его разновидностях, и его там разных там нюансах. Вот, но, знаете, сейчас спорить о марксизме, это, знаете, когда в 1454 году, 53 году турки штурмовали Константинополь. Вот в это время в храме Святой Софии закрылись священники, вот, и во время штурма они там спорили между собой относительно половой принадлежности ангелов. Вот. Ну, приблизительно это в нынешних условиях это большая роскошь спорить о нюансах марксизма, он либо есть, либо его нет. Плюс ко всему марксизм, он является достаточно универсальным во многих сферах, да, не без изъяна, но в целом это очень интересная теория, которая очень многое объясняет. Но при этом я и являюсь консерватором, потому что придерживаюсь определенных консервативных ценностей, традиционных ценностей, что тоже важно. Вот. Ну, я, наверное, дал исчерпывающий ответ. Мистер Питкин, значит, вопрос. Вот Александр озвучил позицию Мерца и классно ее изложил, коротко. Вы воюете, мы вам дадим все, что потребуется, будем поддерживать как сможем. А насколько вот это вот как сможем отличается от все, что потребуется? Нет, это вот именно в немецком языке это четко разделяется, как сможем и все, что потребуется. Поэтому, ну, знаете, не в ущерб Германии. Не в ущерб Германии. Да, Германия заинтересована в том, чтобы война продолжалась, по крайней мере, правящая коалиция заинтересована в том, чтобы война продолжалась, но при этом понимает скудность ресурсов. Да, когда я говорил про Мерца, да, я, знаете, и сравнивал с Шольцем, да, это уже не ливерная колбаса, это такая нормально копченая брауншвейгская. Мгм. Евгений Антонов, знакомы ли вы с работами Егора Яковлева по нацистскому геноциду советского народа? Как считаете, глубокое изучение плана ОСТ и планов гитлеровцев на СССР избавило бы население от нарратива «пили бы баварское»? А вы знаете, что у нас на каком-то этапе перестали, да, я знаком с произведениями Егора Яковлева, но что касается вот именно плана ОСТ, я сам тоже постоянно говорю о том, что у нас на каком-то этапе, где-то с середины 90-х, перестали вспоминать план ОСТ. Перестали вспоминать план ОСТ, особенно когда пошли выплаты гастарбайтерам там и так далее. Марки еще были, да. Да, еще марки, когда там уплачивали. Вот, когда Германия стала большим другом, решили, а зачем ворошить старое? Ну и в результате сейчас очень многие даже не знают, что такое план ОСТ, не знают, что такое там, теория германского Lebensraum, не знают, что такое Untermenschen и прочее, не знают, какова судьба была уготовлена не только евреям, но и славянам и прочим народам, которые были с точки зрения нацистов Untermenschen и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что если бы вот, постоянно делать акцент на генеральном плане ОСТ, если бы его распредмечивать и говорить о том, что бы ожидало бы Украину, Беларусь и другие республики вот после завершения войны, через 10 лет, через 15 лет. Я думаю, что да, здесь пили бы баварское пиво. Но не все. Вот, пили бы, да, но не мы точно. Нас бы точно не было просто. Но не все и не мы. Да. Лариса, добрый день. Можно узнать у Константина, что он думает про сегодняшнего Чаплыгу, что случилось с человеком. Раньше его интересно было слушать, что сейчас произошло, или же много зависит от интервьюера. Следите ли вы за его творчеством? Лариса, Не да. всегда. Я читаю много то, что пишет Чаплыга, не всегда с ним согласен.
Вот, но это его внутренняя трансформация идеологическая. Он в это верит, это его позиция. Ну, знаете, никто же не претендует на истину в последней инстанции. Он может нравиться, не нравиться, мы его можем слушать, не слушать, читать, не читать. Но, но это Чаплыга, это Это его жизнь, позиция. понимаете, тут тоже нужно понимать, да, это Да. жизнь, как-то там, точки, путь, у каждого свой. Ну, и то, что там, может, это в вас проблема, что вам не нравилось, может, это вы, а Я же может, не говорю, что я же не говорю, что я абсолютно прав. Это моя просто нет, позиция. Я я так имею в вижу. виду Со мной Ларису, тоже многие не соглашаются. Ларису Да. имею в виду, которая задает вопрос, подписчица клуба зрителей. Может, это вот вы как-то изменились, понимаете? Тут тоже нужно сопоставлять, как бы, поезд едет твой или тот. Темпора мутантум et nos mutamur illis, как говорили в Древнем Риме. Там времена меняются, мы меняемся вместе с ними. Твой поезд едет или на соседней, как бы, колее, да, тронулся на Да, соседней но платформе? я говорю, что в данной ситуации я не могу. Так это его концепция, его видение, его позиция. Ну, это тут, как говорил Мао Цзэдун, пусть цветут тысячи садов, пусть процветает тысяча школ. Значит, сообщество YouTube, переходим туда из клуба зрителей. Саша, задайте, пожалуйста, Костю Петровичу вопрос о том, каким образом и с какой целью большевики проводили украинизацию УССР. Большое спасибо. Очень просто, потому что на некотором этапе они поняли, что существует очень серьезный оппонент в виде как раз среды Украинской Народной Республики, повстанческих атаманов и прочее, для того, чтобы показать, что это не пришли какие-то там евреи из, как это подавалось тогда, которые пытаются там уничтожить украинцев, вот, а тогда именно такой был нарратив, они показали, что они не являются врагами неких, неких союзных, неких национальных республик, неких национальных образований, что национальные образования не являются чем-то декоративным. Вот. И по всему Советскому Союзу пошла политика коренизации. Политика коренизации, которая в Украине приобрела форму украинизации. Вот. Для того, в первую очередь, чтобы выбить знамя определенные лозунги у украинских буржуазных националистов. Вот. Так что это так именно объяснялась тогда определенная политика. Вот. Так что нет ничего странного. Алексей, вы в шоке с высказывания Верещук, что надо строить военизированное государство. Как это сочетается с тем, что убыль населения 250 тысяч в год. Они сознательно хотят спалить генофонд. Это такая уникальная форма национализма. И если границы вдруг откроют, кто-то уедет, кто-то вернется. По вашим оценкам, кого больше? Ну, это неотроцкизм. Понимаете, вот Верещук и прочее, это такие неотроцкисты, вот, максималисты и так далее. Но на самом деле, когда ситуация чуть-чуть стабилизируется, их ждет закономерный финал. Виктория из Харькова спрашивает, как вы считаете, присоединится ли Китай к установлению мира в Украине? Китай уже демонстрировал желание и готовность присоединиться к этому процессу. Я думаю, что после встречи Трампа и господи, Си Цзиньпина, да, вот после встречи Трампа и Си Цзиньпина ситуация может пойти более ускоренными темпами. Тем более они встречаются фактически в преддверии или же там примерно в дни своего рождения, там, в середине июня, когда и у Трампа, и у Си Цзиньпина день рождения. Мгм. Значит, вообще вопросов очень много. Понятно, что все не войдут, друзья, извините, но тем не менее, да, такие хорошие вопросы. Александр, вопрос к уважаемому мною гостю. Как вы думаете, сейчас в Украине политически выгодно быть противником Зеленского или из-за режима? Вот так, на будущее для себя спросить. Ну, знаете, тем, кто хочет попасть под санкции, посидеть, что называется, немного. Хотя у меня один знакомый, он сам политик, так скажем, не особо, не высшей лиги, но рвется туда. Он даже иногда задается вопросом, а может мне сесть, даже немножко посидеть, все равно скоро Зеленскому конец, я выйду оттуда, и вот сразу Верховную Раду.
Как вы можете объяснить тот факт, что освобожденные из плена солдаты ВСУ, Иван спрашивает, не верили в показываемое им видео с бусификацией и ухилянтами? Они не были на фронте, забыли, как туда попали, может быть, на самом деле пошли воевать добровольно-принудительно, а разговоры про бусификацию просто отмазка при попадании в плен. Вы знаете, на самом деле, те, кто пошли воевать в 2022 году, в самом начале, это действительно были мотивированные люди, солдаты, которые шли по зову сердца. Я помню, тогда действительно стояли огромные очереди возле военкоматов. Вот. Но я тогда еще говорил постоянно, цитировал Шлезингера, бывшего пресс-секретаря Кеннеди, который в своей книге о Второй мировой войне, он ее начинал словами, ну, предисловие, он писал о том, что всякая война популярна первые 30 дней. Потом начались проблемы с мобилизацией. Не через 30 дней, но в 23 году уже были проблемы. Начинаются вот эти процессы к концу 23 года. Во второй половине 23 года начинается массовая бусификация, которая длилась весь 24 год и длится до сих пор. Поэтому очень многие из тех, кто попали в плен в 22-м, начале 23 года, очевидно, не были свидетелями, не знали про многие процессы. Плюс они потом в плену были оторваны от целого ряда информационных моментов, либо же воспринимали некоторую информацию, которую им подавали, когда они находились в плену, как вражескую пропаганду. Вот. Именно поэтому они не верят во многие моменты. И есть еще один аспект. Понимаете, после многие бойцы вермахта, которые попали в плен к британцам, американцам, к Красной армии, они абсолютно отказывались верить в то, что как немцы могли уничтожать евреев. Этого не могло быть. Как это? Им показывали кадры, и они не могли в это поверить. Многие просто отворачивались, не могли смотреть и прочее. То есть такое понятие, как то, что человеческая психика иногда выдавливает из себя, отстраняется фактически от каких-то безобразных проявлений, от каких-то ужасных проявлений. Это не я этого не вижу, значит, этого нет. Я стараюсь этого не видеть. И иногда психика делает так, чтобы память фактически работала на вытеснение. Это тоже бывает. Потому что бусификация – это одна из самых позорных страниц в истории Украины. Павел из Запорожья, как вы думаете, почему не показывают, не освещают суды над коллаборантами? Какая судьба Богуслаева? Давно объявили, что следствие закончено и не гугу. Спасибо, здоровья, удачи. Я знаю, что Богуслаев находился в заключении в Лукьяновском СИЗО достаточно длительное время. Потом у него в конце прошлого года случились проблемы с сердцем. Сообщалось даже о том, что у него едва ли там не клиническая смерть была. Но потом его, насколько мне говорили, перевели под домашний арест. Что дальше, я не знаю. Сейчас эпопея вокруг его сына, которого пытались экстрадировать из одной из европейских стран, но неудачно. Его не экстрадировали в Украину. Не знаю, отказали или длится дальше сам процесс. Поэтому против младшего Богуслаева в воскресенье как раз ввели санкции Совет национальной безопасности и обороны. Что касается судов, да, есть было несколько судов, которые были публичными, но они пока что, насколько я знаю, окончательный вердикт не вынесен. Многим людям, которых обвиняют в коллаборационизме или которым шьют 111 статью, им во время подготовки к обмену пленными им предлагают отказаться от украинского гражданства, признать себя виновными и, соответственно, после этого... А зачем? Вот тут, кстати, вопрос следующий, да, от Людмилы хотел тоже написать. Зачем это? То есть, зачем перед выдачей в Россию писать заявление об отказе на украинское гражданство? Процедурный вопрос. Что-то новое. Процедурный вопрос, да. Дело в том, что гражданина Украины не могут выслать по Конституции. Погодите, стойте. А Медведчука, когда на азовцев меняли, тоже заставляли писать заявление?
А Это уникальный был священников? момент. А Это был Я не священников? знаю, кстати, как с Медведчуком, отказался он или нет. Я не буду говорить, как это. Но я знаю, что некоторым моим знакомым, которые уехали потом в Россию, они написали заявление об отказе от украинского гражданства. Их тогда выдали в Россию. Я знаю, что некоторым людям, которые до сих пор находятся в тюрьме, в том числе и представителям Украинской Православной Церкви, духовенству, тоже предлагали отказаться от украинского гражданства. Они отказались. Отказались или нет? Отказались отказаться. Они, они Мгм. не пошли на этот шаг. Да, я Да, понял. Ну и вопрос да. там, что вы знаете, что это за список Гуры Антона, где вы третий? Ой, это вопрос лучше к Антону. Я не знаю, что это за список, но какой-то очень странный документ. Я его прочитал. Мы тут сегодня очень долго смеялись над этим списком, потому что не только над списком, но и самим документом, потому что настолько безграмотно составленный документ, который подан как якобы меморандум, который подписали украинская и российская стороны. Но это такая мюнхгаузенщина, так что, честно говоря, это даже не хочется комментировать. Это просто настолько низкопробная подделка. Мгм. Значит, ну, Диана Ми спрашивает, почему главная иерархия УПЦ настолько беззубая, почему забыли, что должны служить Богу и людям, постоянно присягают на верность украинскому режиму, служат не стране, служат людям, государству, то есть чиновникам. Разве у нас государство не отделено от церкви? Ну, возмущается пользовательница. Это иерархия Украинской Православной Церкви служит Богу в первую очередь. Но в то же время существует принцип, согласно которому они действуют на территории суверенного государства и, соответственно, входит тогда в действие именно евангельский принцип «Богу Богова, Кесарю Кесарева». Вот. То есть они должны действовать по определенным правилам. Понятное дело, что священники, как бы они ни относились к власти, но они действуют на территории, на которой эта власть является законной. Да, очень хороший вопрос. В интервью с Павлом Щелиным, это на моем канале, если не видели, перейдите, посмотрите. Вот крайнее вот это интервью, было сказано, что грядет час принятия, образно говоря, либо своей русской сущности в широком смысле этого слова, либо антирусской с вытекающими последствиями. Ну, там, вечная война, постоянная зрада, из-за парты в окоп и так далее. Скажите, вы согласны с такой постановкой или есть варианты? У нас прям, не то, что На самом дискуссия деле, была, а тема, да, вот да, русскоязычный украинец. Ну вот, да, что да. придет момент, когда русскоязычный должен там быть к русским, да, отнесен, а вот Украина вот исключительно украинской. То есть вот к этому все идет, и вот какой-то такой час наступит. Что На думаете? самом деле вы понимаете, что подобного рода ситуация, вот это вот как раз попытки фактически всех через колено сделать украинцами, попытки украинизировать, попытки обострить отношения между украинцами и русскими еще больше, хотя казалось бы, что вот идет война и куда еще больше, они неизбежно могут привести к этой поляризации. Могут привести к поляризации, тем более, что и сами вот эти вот ура-патриоты подталкивают, если не нравится, то чемодан, вокзал, Россия и так далее. Но это может привести действительно к подобного рода поляризации. Вместо того, чтобы создавать определенный компромисс, работать над этим компромиссом, мы привели после 2014 года к определенной войне фактически внутри. Или к готовности к этой войне, к угрозе войны. Я бы очень не хотел бы, чтобы мои слова воплотились в жизнь. Я просто говорю об этом как об угрозе. Помните, в 2014 году, когда сразу после Майдана все дружно начали говорить, как мы любим русских, начали там даже Андрей Садовой во Львове выступал на русском языке, со Львова на русском языке велись там репортажи, там обычные жители говорили, да мы же на самом деле, мы же не против русскоязычных, мы только за и так далее. А потом началось то, что мы наблюдали на протяжении следующих 10 лет. Поэтому лицемерие иногда оборачивается очень и очень негативными
результатами. Да, из чата трансляция вопрос, Константин Петрович. У карточного Джокера нет масти. А какой масти герой вашей книги? Ой, очень сложно. Я не особо в карточных играх искушен, вот, поэтому мне сложно будет сказать, какой он масти, но, знаете, вот, я думаю, что подобного рода, я бы предпочел, чтобы подобного рода задавали вот вопрос, какой ты масти, задавали в определенном месте определенные люди, которые в этом больше сведущие. Знаете, такое ощущение, что все там будем. Судя по последним событиям. Вопрос. Куда делось оружие, которое раздавали на улицах в Киеве в 2022 году? От Евгения. Я думаю, что мы многое еще сможем узнать сразу по окончанию войны, куда делось это оружие, как оно будет применяться уже в относительно мирное время. Да, значит, тут спрашивает пользователь в чате, где голосовалка, вы пропустили, голосования закончились. Тут сразу как бы бубновые, там, трефовые, пиковые, тут, да, сразу есть варианты. Кость Петрович, существует ли украинская политическая элита, способная озвучить национальную идею и сплотить украинцев? Если нет, то где ее взять? Спасибо. Вы понимаете, на самом деле, какова национальная идея у поляков? И какая национальная идея у французов? Или национальная идея, там, я не знаю, там, у сербов? Так, ну. То есть они просто живут, они не заморачиваются национальной идеей. Для чего мы живем? Что у нас есть? Они просто живут, потому что, понятное дело, что национальная идея любого государства – это сделать своих людей счастливыми. Вот. Генрих IV когда-то говорил о том, что для меня мечта, вот просто я считаю, что вот главной идеей моего царствования должно быть то, чтобы каждый француз, просыпаясь, вот, знал, что у него в печи есть петух, значит, в печи, и он будет сыт и накормлен. Вот. Поэтому я думаю, что национальная идея – это что-то очень-очень искусственное. Вот. И когда украинцам задавали в 90-е годы вопрос, а какова у Украины идея, их таким образом подталкивали к тому, чтобы сказать, что да наша же идея, мы должны стать антироссией. Украина не Россия, Украина антироссия. Вот мы, вот в этом наша суть, вот в этом наша идея. На самом деле не надо заморачиваться идеями. Надо попросту использовать все свои возможности государства. Если мы уже живем на определенной территории, по определенным законам, с определенными правилами, то мы должны подумать, каким образом сделать эту ситуацию максимально комфортной и максимально эффективной. Вот в этом должна состоять суть любой национальной идеи. Значит, приходят новости свежие. Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров Москвы и Киева, сообщил МИД российский. Добавили, что Рубио подчеркнул готовность США содействовать сближению позиций России и Украины. Ну, то есть дипломатический язык, понятно, то есть эти сообщения. В общем, американцы говорят, давайте, езжайте. Судя по всему, поедут 2 числа, тут не будут кочевряжиться, будет второй раунд, только тут интрига, о чем он будет, понимаете, вот этот второй раунд. Понимаете, если учесть опыт прошлых переговоров, могут сказать, да мы не второго поедем, не поедем мы второго, поедем третьего. В таком духе. И еще тоже тут интересное сообщение. Ответ Ермака на большой материал Политико. Я пришел в политику с Владимиром Зеленским. Я и уйду из политики с Владимиром Зеленским. Знаете, в марте 2020 года, нет, чуть позже, это в марте он пришел, и где-то в середине 2020 года Зеленский тоже сказал, я пришел с Ермаком, Ермак пришел при мне, и Ермак уйдет вместе со мной. Так что они такой пас фактически дали друг другу, вот, с промежутком 5 лет. Вот, так что, знаете, главное, чтобы не было, как говорили про одного политика, что он настолько любит свою страну, вот, что он будет делать все для того, чтобы они любились, чтобы они жили долго и счастливо и умерли в один день. Знаете, это да. А то, что Ермак уйдет с Зеленским или Зеленский с Ермаком, это, ну, давайте думаю, еще... с точки зрения истории, это
Вы, поскольку Небольшая. историк, давайте завершим сессию вопросов и ответов вопросом Наташи. Она из чата трансляции. Если на Украине нет националистов, то для каких мирных целей разрушают памятники советским солдатам на Украине? Я не сказал, что их нет. Я Не, говорю о смотрите, том, я что хочу, их я нет. хочу подчеркнуть, что тут очень Да, важно. Холм славы во Львове, все, да, последнюю колонну снесли, да. тела советских солдат эксгумировали, там отправляют куда-то хоронить в другое место. Я не говорил о том, что их нет, националистов. Я говорил о том, что они не представляют собой отдельную силу, что они абсолютно используются другими силами, другими политиками, как определенный инструментарий. Вот. А то, что борются, воюет с власть воюет с результатами Великой Отечественной, Второй мировой войны, это не признак национализма. Это признак реваншизма, скорее. Желание пересмотреть результаты Второй мировой войны. И их пересматривают. Посмотрите статью, не статью, пост, который написал у себя в Телеграме Андрей Ермак, вот перед 9 мая, где, оказывается, победителями были американцы, а Советский Союз это так. И даже если бы Советский Союз не вклинивался в войну, если бы Сталин не воевал, то пришли бы американцы, освободили бы и Украину, там, и другие республики, и было бы все хорошо. Американцы? Вот. Что? Американцы, именно Американцы? американцы, потому что великий американский народ победил в войне. Так говорит Андрей Борисович Чермак. Почитайте, это было, если не ошибаюсь, 8 мая. Писал у себя, вот я даже отрефлексировал у себя в телеграм-канале на эту тему. Так вот, оказывается, что победителем были американцы, и прав Дональд Трамп, что вот он 8 мая объявил Днем Победы США во Второй мировой войны, вот, и так далее, вот насколько он прав и прочее, прочее. То есть идет просто ревизия истории. И в этой ревизии пытаются показать, что место Советскому Союзу, правопреемником которого является Россия, как известно, нет. Вот, и необходимо переписать историю так, чтобы там минимизировать влияние России и Советского Союза. А тут же не только по России бьют. Таким образом бьют по памяти погибших украинцев, белорусов и прочее. Да, друзья, вот такой эфир сегодня получился. Пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте. Проанонсирую, опять-таки, ну как проанонсирую, ну если все удастся, да. Первый понедельник каждого месяца вам очень понравился и зашел формат дискуссии, да, вот Константина Петровича и Павла Щелина. Мы вот, в принципе, вот так запланировали. Если все срастется, потому что часовые пояса, опять-таки, да, как раз припадает на вот это 2 июня, то есть, я думаю, будет очень интересный разговор. Если все получится, будет замечательно, но предварительно помните, что мы помним о ваших пожеланиях и ваших хороших отзывах, потому что их читаем и им следуем. Константин Петрович, я очень благодарен вам за время и мысли. Спасибо и вам, спасибо за внимание и до новых встреч. Берегите себя, уважаемые зрители, уважаемые друзья. Увидимся совсем скоро в прямом эфире Шума. Главное все-таки, наверное, это сохранять принципы, да, принципы. И можно менять позиции, взгляды, но то, что вложено изначально, нужно стараться беречь и сохранять. А вот тот, кто не сберег, ну вот тогда по кочкам. Но мы-то дорогой прямой, прямых эфиров идем, поэтому увидимся обязательно. До скорого.